Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Наша серия выйдет через месяц. Дилан думает, что им пришлось очень трудно и что они жаждут счастья, когда снова взойдет солнце. Пока Дилан думает об этом, в комнату с ним входит Берон. Когда Дилан поворачивается к Берану и говорит, что у меня много причин быть благодарным, Баран говорит, что у меня много причин быть благодарным, и я сейчас самый красивый из них, твоя любовь – это мое дыхание, моя сила. Затем он держит Дилана за живот и говорит: «Я доволен твоим присутствием, ты мое богатство», и они смотрят друг другу в глаза. Госпожа Сабиха плачет и обнимает фотографию, говоря, что это произошло из-за меня, с фотографией Хевина в руке. «Вы заплатили цену за ошибки, которые я совершил, я не смог защитить вас». Берон вспоминает момент, когда Хевина застрелили в его кабинете, и говорит, что врагом был Джавахир, пока Хевин умирал. В этот момент к нему приходит господин Кудрет и спрашивает, есть ли какие-либо изменения в отношении Джавахира. Когда Баран говорит, что мы продолжаем следовать за нами, нам нужно быть очень осторожными, Кудрет бей Джавахир смеется нам в лицо и говорит, что человек, который выкопает нам колодец за нашей спиной, не тот, кто храбро выйдет и будет сражаться. Когда Баран говорит, что ему не терпится победить Джавахира, господин Кудрет его успокаивает. И никто в особняке, кроме Сабихи Ханем и Кудрет Бея, не знает, что враг Джавахир. Баран уходит и говорит, что мне нужно кое о чем поговорить с Гэжой Сабихой. Убирая пол, Ясмин вспоминает свою первую встречу с Харуном. Баран приходит в комнату Сабихи и говорит, что они узнали о контрабандном пункте Джавахира, и пока они говорят о том, что если мы сделаем правильный шаг, то свяжем ему руки, приходит Дилан и спрашивает, о чем ты говорил. Баран называет это делом и уходит. В исследовании. Когда Дилан снова спрашивает Сабиху после ухода Барана, Сабиха отвечает: «Баран мне так сказал, дорогая». Дилан уходит, говоря, что придет прямо сейчас. Пока Цеврии и Джевдет болтают, Ясмин хочет что-то сказать Джевдету, но не может. Когда Цеврии говорит: «Я понимаю, что когда Харун уйдет, вся работа останется на эту девушку», Цевдет говорит: «Не волнуйся, кузен, я помогу тебе». Когда Ясмин говорит, что проблема не в этом, Джевдет спрашивает, что нам делать. В тот момент, когда вы думаете, что Джевдета не будет надолго, а может, он вообще не придет, входит Харун, и все очень счастливы. Когда Дилан бежит за Бераном и говорит, что ты узнал, кто враг, и скрываешь это от меня, Беран злится и говорит, что я говорил тебе не вмешиваться в это дело. Пока Джевдет и Цеврии приятно беседуют, Ясмин замирает и задается вопросом, пришла ли она за мной, но когда Харун говорит: «Добро пожаловать, я в порядке», Ясмин говорит: «Конечно, добро пожаловать». Пока Цеврия идет домой с Джевдетом, чтобы приготовить ужин на вечер, Ясмин и Харун остаются одни. Пока Ферат разговаривает по телефону, в их комнате приходит Гуль и спрашивает: «Было ли у тебя плохое настроение какое-то время или это из-за проблем между тобой и Баран-Агой?» Ферат выражает свой гнев, говоря: «Да, он заставил меня неэффективный сотрудник в компании, одним словом. Роуз, вы семья, что бы ни происходило между вами, со временем все станет лучше. Не делайте этого, мне так грустно». Когда она говорит, Ферат выражает свой гнев, говоря, что он ничего не может сделать, он начал быть семьей и быть братом, это еще не все. Дилан приносит Гэже Сабихе выпечку и настаивает на том, чтобы она ее съела, но она не может заставить ее съесть. Затем, когда она спрашивает, сколько дней вы все время встречались с Бараном, разговаривали тайно, что происходит, а что вы от меня скрываете. Госпожа Сабиха говорит: «Я потеряла много имущества, мы подсчитываем наши потери». Дилан этому не верит, но когда он предлагает прогуляться по саду, Сабиха не хочет выходить и расстраивается, потому что она потеряла все и осталась здесь, как в убежище. «Дилан, я нашла тебя спустя много лет, и, конечно, твое место со мной». Когда Сабиха сказала: «Какой ты красивый ребенок, спасибо, моя дорогая, ты выходишь, а я могу одеться и прийти». Она отправляет Дилан.
Джавахир очень счастлив, потому что он забрал все у Сабихи Ханем, и он понимает, что баран пытается помешать его работе, но думает, что доверяет злу внутри меня. Пока Дилан перекусывает на кухне, Берен приходит за кофе, и Дилан говорит, что я его приготовлю. Когда Берен намекает, что он съел слишком много, Дилан объясняет: «Ладно, у меня небольшой аппетит, но что мне делать? Наш ребенок этого хочет». Пока баран приближается, чтобы поцеловать Дилана, Дилан говорит: «Моя мама может прийти в любой момент, мы немного погуляем в саду, ты тоже можешь прийти, если хочешь, ты можешь поговорить о великом враге, о котором ты говоришь». «А», — говорит Берен, — «мне нужно работать», и убегает со своим кофе. Дилан говорит за его спиной: «Давай сбежим, я все равно узнаю». Пока баран собирается на встречу с Цей, Ханом и Кудрет-беем, приходит Ферат и говорит: «Баран, я не помню, чтобы тебе звонил». «Ферат, не портите себе настроение, я пришел уточнить вопрос. В партнерстве с моей компанией произошел перерыв». На вопрос, почему, он говорит: «Посчитайте ущерб, который вы нанесли компании, когда сотрудничали с бараном Шаром». Ферат признался барану своими словами, но когда баран повел себя резко, Ферат сказал: «Спасибо, я сказал тебе, что сожалею, но не волнуйся, я заставлю тебя заплатить за все это». Баран выгоняет его из комнаты и говорит: «Господин Кудрет, Джихан, этого не может быть, сын мой, прощать, это здорово, даже если говорят, что он сожалеет об этом, и это уже не то же самое». Баран говорит, что я не могу простить то, что было сделано с нашей семьей. Пока Ферат сердито говорит в саду, говоря, что хватит, Хасан подходит к нему и говорит: «Я говорил тебе тогда, но ты не послушал». Когда Ферат говорит, что мои глаза теперь открыты, я вижу все факты, я знаю, что я с ним сделаю, он узнает, кто такой Ферат Карабей, Хасан говорит: «А ты наконец вернулся к своим старым привычкам». Дилан рассказывает Сабихе Ханем о том, как они познакомились с Хавином и какие у них отношения. Госпожа Азади очень обеспокоена пребыванием Гэжи Сабихи в особняке. Когда господин Кудрет говорит, что он наш родственник и этот особняк – его дом, и Хасан поддерживает его, госпожа Азади говорит Хасану: «Как вы ладите, когда дело касается Гэжи Сабихи?» Когда Хасан говорит: «Ну, если мы не согласимся, мы не сможем быть к вам добры», госпожа Азади говорит: «Я знаю ваши намерения, такого никогда не произойдет». Когда госпожа Азадде уходит, Хасан задается вопросом, произойдет ли это, и улыбается. Ясмин в восторге от прибытия Харуна и не знает, как одеться. Когда Ферат опаздывает, Ферат Гуль становится любопытным и спрашивает: «Где ты был?». Когда Ферат говорит: «Я весь день искал работу, они дали мне все поручения», Гуль говорит: «Не волнуйся, все наладится. Как только мой мастер-баран преодолеет свой гнев». Однако Ферат обнимает Гуля, говоря, что на этот раз он не хочет больше ни о чем говорить. Дилану снится кошмар, и в этом кошмаре Дилан кричит после того, как человек в маске забирает ее ребенка. Она просыпается, вскакивая ото сна и крича. Баран успокаивает ее и говорит, что ему приснился кошмар. Когда Ясмин и Цеврии готовят стол, приходит Харун. Они все вместе садятся ужинать, но Харун не обращает особого внимания на Ясмин. После кошмара Дилан говорит Барану: «Я боюсь, что ты и наш ребенок пострадаете». Опять же, когда он спрашивает Барана: «Ты узнал, кто такая Дулма?», Баран отвечает: «Я запрещаю тебе задавать этот вопрос, не думай об этих вещах». После этого они оба говорят, что думают, что их дети похожи. Берен просыпается и собирается, но Дилан все еще спит и будет его, садясь рядом и гладя его по волосам. Он предупреждает Дилана, что я пойду в компанию, и если тебе что-нибудь понадобится, скажи моим отцам. Дилан выходит из комнаты вместе с Бараном, чтобы проводить его. Пока Харун убирается, приходит Ясмин, и Ясмин задает вопросы, чтобы узнать, почему пришел Харун, и узнает, что он пришел не за ней. Когда Джавахир звонит Гэже Сабихе и сообщает ей, что он пошел на могилу Хавина и оставил на ее могиле розы, госпожа Сабиха очень злится и кричит: «Оставьте ублюдка Барана и мою семью в покое».
Когда Дилан слышит их крики у двери, она входит и в гневе покидает особняк, говоря: «Джавахир убил Хевина, и теперь он угрожает Барану. Я заставлю его заплатить за то, что он с ней сделал». Госпожа Сабиха немедленно звонит Барану и сообщает новости. Пока Дилан пытается убедить охранника у двери, Баран вызывает охранника, пользуется его рассеянностью, немедленно выходит за дверь и берет такси. Когда телохранитель сообщает Барану, что мисс Дилан ушла, пока мы разговаривали, Баран очень злится. Ясмин просит разрешения у Джавдета, потому что ей не хватает нескольких вещей и ей нужно пойти на рынок. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.